Гарольд Уокер был известен в округе как миллионер с полей. Он разбогател не на нефти и не на акциях, а на простой земле. Его ранчо занимало сотни акров, и все, чего он добился, он построил своими руками от первого трактора до последней автоматизированной теплицы. Несмотря на свое состояние, Гарольд жил скромно, в большом, но старом доме с верным псом и ежедневным графиком, который не менялся десятилетиями. В ту ночь стояла необычная тишина. Ветер не шелестел листьями, животные вели себя тревожно, а собака вела себя особенно настороженно. Гарольд, уже собираясь лечь спать, внезапно услышал приглушенный, едва различимый шум, доносившийся из старого сарая у восточной границы участка. Обычно тот использовался для хранения старого инвентаря и давно не заглядывался. Взяв фонарь и куртку, Гарольд вышел на улицу. Путь до сарая он знал наизусть. Шаги его были уверенными, но в груди ощущалось странное беспокойство. Подойдя ближе, он замер изнутри и снова донесся звук, почти стон. Осторожно распахнув скрипучую дверь, он застыл. На соломе, среди заброшенных ящиков, старая ткань была превращена в подобие лежанки. Там, в полумраке, корчилась женщина бледная, худая, с заплаканным лицом и сильными схватками. Она рожала. Ее дыхание было тяжелым, но сосредоточенным. Все ее тело боролось, чтобы привести в мир новую жизнь. Рядом пустая пластиковая бутылка с водой и маленький рюкзак с грязной детской пеленкой. Гарольд не спрашивал, кто она и откуда. Он действовал быстро, принес одеяло, воду, старую аптечку. Принял роды сам, дрожащими руками, вспомнив то, что когда-то знал из молодости. Вскоре тишину сарая пронзил слабый, но живой крик новорожденного. Утром на ранчо прибыла скорая помощь и социальные службы, вызванные самим Гарольдом. Женщина, которую позже назвали Лили, оказалась беглянкой из приюта, потерявшей все и скрывавшейся на улицах, пока не набрела на его землю в поисках укрытия от дождя. Ее ребенок, девочка, была здорова. Гарольд не мог забыть той ночи. В сарае, где годами царила пыль и запустение, внезапно родилась новая жизнь. Он выкупил дом для Лили неподалеку, дал ей работу на ферме и стал крестным отцом девочки, которую назвали Хоуп Надежда. И хотя у Гарольда Уокера уже было все, что можно купить за деньги, только тогда он понял, что на самом деле значит слово «богатство». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.